Любое государство хочет контролировать ваши финансы. И неспроста многие страны дадут вам карту побыту просто для того, чтобы посадить вас на налоговое резидентство этой страны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как определить вашу налоговую резиденцию, какие вопросы стоит задавать, переезжая в другую страну, что такое ограниченная и неограниченная налоговая ответственность, как случайно, даже не зная того, стать уклонистом, который не подает годовые отчеты и уклоняется от уплаты налогов, и как вот это может вам испортить налоговую репутацию и либо очень сильно помочь при допросе с налоговым инспектором, либо завалить все ваши показания. Друзья, у меня в руках выдержка из закона о ПИТе в Польше, да, касательно налоговой резиденции, в том числе, и ссылку на вот эту трактовку с кучей полезных примеров, прям с сайта податки.gov.pl, то есть от правительства, скажем так, официальная трактовка. Вы сможете увидеть в нашем телеграм-канале, ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. А сейчас давайте, собственно, разберемся с тем, что такое налоговая резиденция. Итак, в Польше, как и в большинстве других стран, есть два статуса налоговой резиденции. Есть полная налоговая ответственность и ограниченная налоговая ответственность. Полная либо ограниченная налоговая ответственность зависит от того, являетесь ли вы налоговым резидентом этой страны. Как государство определяет, и как вам самому определить, являетесь вы налоговым резидентом конкретной страны. Будем говорить на примере Польши. Да? Первый простой критерий – это если вы пребываете в стране больше 183 дней в году. Причем это время может быть не подряд, да, ну просто 183 дня в году в календарном, если вы пребываете, тогда вы налоговый резидент этой страны. Если же нет, есть второй критерий, очень обобщенный, очень такой скользкий, который уже нужно рассматривать индивидуально для каждого конкретного человека. Он звучит как месяцы замешкания, то есть место проживания. То есть может быть такая ситуация, что вы в стране проживаете меньше 180 дней, может быть вы вообще на месяц приехали в эту страну. Может быть вы 3 раза в году приехали сюда проведать своих родственников, но вы все равно будете считаться налоговым резидентом этой страны. Почему? Давайте разбираться. Итак, Польша под местом замешкания, да, под местом проживания подразумевает следующие критерии. Либо у вас в этой стране центр жизненных интересов, либо у вас в этой стране центр хозяйственных интересов. Что это такое? Ну, с хозяйственными интересами тут все понятно. Это либо работа, либо бизнес, в общем, источник дохода в этой стране. Кроме этого, это еще ваше имущество. То есть, грубо говоря, если непонятно при всех других условиях налоговым резидентом какой страны вы являетесь, но в Польше, к примеру, у вас недвижимость, у вас машина зарегистрирована в Польше, другие какие-то активы, то тогда будут смотреть на этот критерий, да, при всех остальных равных. То есть, где у вас находится имущество. С центром интересов житевых, то есть с центром личных жизненных интересов, здесь ситуация сложнее. И критериев, как государство может это трактовать, их целая куча. Они смотрят, ну, в первую очередь, да, на то, где вы проживаете. То есть, если у вас прописка, либо договор на проживание, то есть, где вы фактически проживаете. То есть, если у вас договор в этой стране, это плюс к тому, чтобы считать вас налоговым резидентом этой страны. Второе, где находится ваша семья. То есть, может быть такая ситуация, что, к примеру, вы ездите на работу в Германию, но ваша семья находится в Польше, соответственно, вы приезжаете сюда в Польшу проведать эту семью, и система может трактовать вас как налоговым резидентом Польши, потому что здесь ваша семья, соответственно, ваши интересы – это всегда возвращаться в Польшу к своей семье. Также, если это все непонятно, этого всего нет. Также рассматривается центр ваших культурных интересов. То есть, грубо говоря, если вы здесь посещаете кружки, посещаете кинотеатр, не знаю, у вас абонемент в фитнес-зал в этой стране. При всех прочих равных это будет критерием к тому, чтобы вас считать налоговым резидентом этой страны. Если и это тяжело определить, то берется во внимание даже ваши друзья, то есть где находятся ваши друзья и приятели. То есть если все это обобщить, то для того, чтобы считаться налоговым резидентом определенной страны, вам нужно либо 183 дня прожить в этой стране, либо доказать, что у вас есть центр жизненных интересов в этой стране. Теперь, как проверить это на 100% в вашей ситуации? Вот если это скользкая ситуация, если у вас, не знаю, бизнес в Украине, бизнес в Польше, если вы живете 180 дней в Италии, 180 дней в Польше и там еще несколько дней в другой стране. Как понять?
Как четко знать, что вам не придут в конце года, либо на следующий год и не влепят вам штраф за неуплату налогов, неподачу налоговой декларации. Друзья мои, на 100% вам на этот вопрос может ответить только налоговая. И благо здесь, в Польше, есть официальная процедура, то есть налоговая трактовка, налоговая интерпретация, когда вы, либо вы с вашим бухгалтером можете написать им запрос, описать вашу ситуацию, что я такой-то, живу вот в Польше столько-то, вот у меня есть договор на жилье, нет договора и так далее. Описать вашу ситуацию, заплатить какую-то госпошлину, и они должны будут вам помочь разобраться в этой ситуации, сказать, что да, мы считаем вас налоговым резидентом этой страны. Кого это касается? Это касается всех и каждого, кто каким-то образом зарабатывает, либо подживает в Польше. Да, потому что так как государство хочет, чтобы именно ему принадлежали все ваши налоги на прибыль, именно больше, да, она будет бороться за то, чтобы считать вас налоговым резидентом своей страны, чтобы, если нужно, повесить на вас лишние обязательства. Итак, как определить налоговую резиденцию, мы разобрались. Теперь давайте разберемся с ограниченной и неограниченной ответственностью, налоговой ответственностью. Если вы являетесь налоговым резидентом этой страны, тогда у вас полная налоговая ответственность. Это значит, что вам нужно в Польше, ну вот на примере Польши, да, вам нужно в этой стране подавать налоговую декларацию годовую о всех своих доходах и в Польше, и за границей. То есть, грубо говоря, работаете в Польше, выезжаете работать в Италию, плюс у вас в Америке вы торгуете акциями, плюс у вас еще, не знаю, бизнес, еще где-то какой-то сайт, проект, то все эти доходы вам нужно указывать в вашем годовом финансовом отчете. И вы скажете, а что же быть с налогами, если я в той стране заплатил уже налоги? Между большинством странами подписаны договора о отсутствии вот этого двойного налогообложения. А это значит, что если вы заплатили налоги в той стране, а вы и так их заплатите, да, в той стране, в которой вы заработали эти деньги, то здесь, в Польше, вам нужно все равно указать, сколько вы заработали, и, возможно, доплатить разницу, если вы там заплатили налог меньше, чем этот налог здесь. Но даже если вы там заплатили больше, чем этот налог здесь, был бы, да, налог на прибыль, то все равно государство хочет знать о том, сколько вы заработали за рубежом. Для чего? Потому что в Польше существует так называемая налоговая шкала податкова. Да? И, соответственно, если вы в Польше заработали, к примеру, первый порог налоговой шкалы это 120 тысяч злотых. Если вы в Польше заработали примерно 100 тысяч злотых и думаете, классно, я заплачу 12% налог на прибыль, а за границей вы заработали еще 200 тысяч злотых, а мы знаем, что в Польше, если вы подписчик нашего канала, если еще нет, обязательно это сделайте. Мы знаем, что в Польше, если ты зарабатываешь больше 120 тысяч злотых, то тогда ты платишь уже с того, что сверху, не 12% налог на прибыль, а 32% налог на прибыль. Так вот, государство хочет понять, сколько же всего в итоге вы заработали, чтобы, если нужно, сдвинуть вас на налоговую шкалу и взять с вас в данном случае не 12, а 32% налога. Итак, это мы рассмотрели неограниченную налоговую ответственность. А ограниченная налоговая ответственность – это если вы не являетесь налоговым резидентом этой страны. В таком случае вы просто платите налоги за доходы, которые вы заработали в этой стране, а уже отчитываетесь о всех своих прибылях в той стране, где вы являетесь налоговым резидентом. Под конец этого пункта скажу, что у нас, друзья, есть хорошая новость. Наконец-то мы от юристов получили внятный ответ на вопрос, очень популярный. Если у меня бизнес, к примеру, в Украине, частное предпринимательство в Украине и частное предпринимательство в Польше, я вот сам украинец, то налоговым резидентом какой страны я являюсь и нужно ли мне 2 раза платить налоги, нужно ли мне показывать в Польше в декларации мои доходы с украинского предпринимательства. У нас есть этот ответ, конечно, мы его расскажем нашим клиентам на консультации, как туда попасть, ссылка будет в описании к этому видео, а мы продолжаем. Итого, принимая решение приехать в другую страну, какой вопрос стоит задавать жителям либо налоговым органам этой страны? Какие у вас критерии к налоговой резиденции, скорее всего, они будут такие же, да? И какие налоги, то есть какая налоговая шкала у вас в вашей стране на доходы? На доходы, которые я заработал внутри страны, на доходы, которые я заработал в других странах. И вот в других странах это очень важный лайфхак. И мы переходим к следующему пункту. Это что делают предприниматели, дабы облегчить свою налоговую нагрузку. Налоговые консультанты берут большие деньги за консультации. Схемы, которые говорят разные. Опять же, я скажу пример. Это не налоговая консультация, да, это просто пример то, что я слышал. Ребята, регистрируя бизнес в Польше, регистрируют себе компанию в Америке, в штате, в котором защита персональных данных дает возможность не разглашать, кто является бенефициарами фирмы. Сами становятся налоговым резидентом
Португалии, потому что в Португалии есть нулевой налог на доходы из-за границы, на инвестиционные доходы из-за границы. Дальше, являясь налоговым резидентом Португалии, они себе из американской фирмы фактурируют польскую фирму для того, чтобы вытащить деньги туда. А из американской фирмы уже перечисляют эти деньги как дивиденды, допустим, на португальского предпринимателя-собственника и тем самым по кругу имеют 0 налогов. То есть это один из примеров изощренных схем, которые, когда слушаешь, просто голова взрывается. Да? Но в этой всей истории очень легко можно погореть. Погореть вот на вот этом. Потому что мы в 21 веке, не зря государство, то есть, хочет отобрать у нас наличку. Она хочет перевести нас на оплату карточками. Если раньше была проблема во многих странах заплатить карточкой, то сейчас в некоторых странах, в Польше я тоже начинаю с этим встречаться, есть проблема заплатить наличными. Они говорят, нет, только картой платить. Вот. Это неспроста. Государство хочет убрать у нас наличку, потому что все, что проходит по безналу, все это можно отследить. И вы можете очень классно рассказывать, что вы налоговый резидент Португалии, что у вас там центр жизненных интересов, там ваши друзья, там культурные мероприятия. Но вы своей карточкой платите в магазине в Жабке в Польше. Кстати, видео о Жабке есть на нашем канале, здесь сейчас всплывет подсказка. Вы платите в Польше, оставляете цифровой след, и потом налоговым органам очень легко будет определить, где же, собственно, вы тусуетесь и где вы проводите время. И этот же пункт, этот же лайфхак, ваш цифровой след, может спасти вас, если вы действительно были в другой стране. Потому что с чем мы столкнулись с нашими клиентами, помогая им проходить проверки. Да, вот, допустим, у меня был опыт, да, когда я был на допросе касательно одной фирмы в пограничной службе, и они говорили, что вот мы видим, что человек по бумагам заехал в Польшу, ну то есть, да, вот он пересек границу в Польшу, и вот он год находился здесь. Где его документы, где его отчеты и так далее. Вот. А этот человек говорит, не, я не находился в Польше, я находился, допустим, в Бельгии. Ну, к примеру, да, я находился в Бельгии. А как доказать? Человек пересек границу с Польшей. Да? Доказать очень просто. Мы взяли и собрали за каждый месяц все платежки, которые человек делал в этой стране. Да? То есть и там было видно, что каждый месяц, каждую неделю прям человек просто ходил в магазинах и там скуплялся, да, имел какие-то там транзакции именно в той стране. Тем самым мы показали, выписки с банка показали, что вот смотрите, подтверждение, что человек был там физически, потому что он своей картой тратил там деньги, он своей картой там расплачивался, и это уберегло его от больших штрафов, от больших санкций. Соответственно, вот такая штука может очень сильно помочь вам в сложной ситуации, либо потопить всю вашу красивую историю. А теперь самый интересный пункт. Как вы, сами не зная того, можете стать уклонистом от уплаты налогов в этой стране. Я приведу пример на основе Польши. И я действительно 9 лет проживая здесь, первый раз с этим столкнулся. И это могло бы оказаться проблемой. Это письмо от одного из моих друзей. Да, он мне его показал, сказал: Виталик, что с этим делать? Если вкратце, то несколько страниц текста, налоговая декларация. Но если сократить всю эту басню, здесь написано, что вы получили прибыль в размере 0,45 злотых. Из этих денег мы удержали 9 грошей налога. Также мы сообщили в налоговые органы, что вы заработали деньги таким образом в Польше. Соответственно, вы обязаны, если вы налоговый резидент Польши, вы обязаны подать декларацию о налогах, то есть о ваших доходах в Польше. Человек об этом не знал. Человек деньги эти не зарабатывал. Просто как получилось? У него обычный депозитный счет, и банк сам начислил ему, как процент какой-то, да, за какой-то бонус за держание этих денег. Тем самым это является его финансовым доходом, и тем самым он обязан из этих доходов заплатить налог. Если он налоговый резидент Польши, то внести это в свою налоговую декларацию. Иначе банк и так эту информацию выслал, государство и так это будет знать, человек будет считаться уже уклонистом, да, уже проштрафился, сам того не зная. Итого, резюмируя всю эту историю, вы имеете возможность выбирать налоговую резиденцию в той стране, где вам выгоднее платить налоги. Второе.
Это проверяется двумя критериями. Либо тем, в какой стране вы проживаете больше 183 дней, либо где у вас центр жизненных интересов. Третье. Если вы решите химичить, как-то менять себе налоговую резиденцию, оставляя информационные среды, хотя бы в виде платежек, либо в виде подписанных контрактов, то, поверьте, эту историю очень легко отследить. Даже в Украине вышел закон об обмене банковской информацией с Евросоюзом, соответственно, и там, и те доходы уже тоже не спрячешь. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółka z.o. в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!